Здравствуйте, друзья мои. Поздравляю всех с началом учебного, повторюсь, рабочего года. Здравствуйте. Хорошего вам настроения и спасибо, как всегда, за ваши лайки, за прожатый колокольчик, за подписку. Спасибо. Спасибо, друзья, разных возрастов, разных, откуда бы вы ни были. Рад, что вам настроение умудряюсь поднимать. Значит так. Что значит я хотел сказать? Сейчас мы посмотрим видеоролик замечательного канала Ютубер. На самом деле канал-то хороший, и ребят на канале хорошие работают. Но, как говорится, в семье... Да. Не без этого, да. Значит так, никого обидеть не хочу, конечно. Все, в шутку говорю. Так, мне, значит, надо посмотреть. У нас, если я не ошибаюсь, в тот раз тапочки наши отрезали. Да? На видеоролике. Если сейчас в этом ролике мы им дали ровно один выпуск, чтобы они, во-первых, вернули назад видео и извинились. Там не надо лишних слов, там просто надо сказать: извините, пожалуйста, дядя Леша, мы так больше не будем. И вернуть обязательно тапки. Потому что тапки — это была вообще основа всего видеоролика. Это душа была, понимаешь? Значит так. Если сейчас я включаю этот видеоролик, и они усугубили уже усугубленное, короче, просто давайте смотреть. Ну давай. Напомню всем, ребят, что это не какой-то ссора, не какой-то конфликт, просто это юмор и не более того. Вот у меня уже даже вот мышка вот навелась, вот, чтобы лайк поставить. Я заранее заочно поставлю лайк. Заметьте, я так редко когда делаю, но я постараюсь. Ну давай. Пользователи объявили войну Мединскому, оскорбившись его цитатой о комиксах. Владимир Соловьев подарил Дудю гениальную идею для нового мерча, а Настя Ивлеева вышла замуж и сменила фамилию. Привет, вы на канале Ютубер, меня зовут Таня, и на этой неделе у пользователей сети... Она Таня! Я 10-й раз говорю, кто мне писал в комментариях: Таня она, Т первая, не Галя, не Валя, не Саня. Я читал эти комментарии, я чуть там с ума не сошел. Коля, Вася, Петя, Федя, Валя, Маня, Таня, Гланя. Таня, она Татьяна, Танечка, понимаете? Все, Танечка — мое любимое имя. Да, поехали. И было много поводов для гнева. Юрий Дудь выпустил 3-часовой фильм об одной из главных трагедий в российской истории, Я смотрел высоко оценили все, кроме главного пропагандиста страны. А министр культуры в это время не на шутку разозлил фанатов комиксов. Запасайтесь успокоительным, чтобы не бомбить. Ну и по традиции проверяйте подписку. У нас еще, мать его, кто-то смотрит комиксы. Комиксы — это же вообще святая тема. Подожди, а что? Как министр культуры мог обидеть... Блять, что? Наш канал и колокольчик уведомлений, чтобы не... Я подписан. Глагольчик я прожал. Вы, кстати, тоже обязательно нажмите. Тут сейчас новая функция. Вот видите, вот есть такой перечеркнутый, а есть такой звонящий колокольчик. Вы обязательно все проверьте, мои хорошие, тоже, кто меня смотрит и на ютубере, и на нашем канале. У них, кстати, скоро 2 миллиона. Давайте хоть поддержим. Если они извинились, конечно. Да. Я всегда на них подписан, они молодцы. Пропускать самые главные новости блогосферы и интернета. А теперь, если вы готовы, мы начинаем. На повестке самая актуальная новость недели. Российские соцсети устроили... Какие российские соцсети? На повестке самая главная новость недели. Где тапки хардплея? Где извинения? Где Вадик или как его... который скажет: дядя Леша, извини, я так больше не буду. Хадость, а? Не вижу. Так я хотела отомстить Владимиру Мединскому, если вдруг он смотрит наш канал. Но лучше просто продолжу. Российские зрители устроили бойкот Минкульту, запустив акции в виде хэштегов «Я дебил» и «Я читаю комиксы» во всех соцсетях. Главной мишенью их протеста стал сам министр культуры Владимир Мединский. А чем заметьте, комиксы? мы даже не спрашиваем, что именно натворил Мединский. Мы спрашиваем, что опять он натворил. Все началось вот с этого его высказывания. Комиксы — это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам. Комикс — это как жевательная резинка. Как вам сказать? Это не еда. Взрослому человеку читать комиксы — это признаться, что я дебил. Дальше по тексту. А смотреть русское, значит, кино?
снятое на бабосики, да? Это значит нормально, да? Угу. Всякие там супер смешные комедии, да? То есть вот сейчас вот серьезно, да? А вот комиксы безобидные, в которых эти картинки с всякими эмоциями, там, с фразами изображены. Вот, сука, вот как вот вообще вот мозг проварил, чтобы вот, блядь, просто забейте. А в детстве он сам, значит, комиксы не читал, да, никакие. Вот. Тексту Мединский еще назвал чтение комиксов убожеством, так что вся эта ситуация больше напомнила один из скетчей Бэдкомедиана. Че, зачем это смотреть вообще? Не Согласен. И если вам Только интересен русские фильмы контекст интервью, то наш министр культуры говорил про уроки истории в школах. То есть признал, что они должны быть... Надо, кстати, написать обязательно хэштег поставить. Сейчас, подождите. Хэштег «Я дебил». Я не фанат комиксов, но то, что комиксы я читал, когда был малой, это 100%. Так что обязательно оставлю как минимум один комментарий под их видеороликом. Да. Так что прям вот очень важно. для детей, но предложенный формат комиксов резко отверг. Все понятно. Если даже на комиксы запрет, то не видать нам блогеров и стримеров в роли учителей. А такой был шанс. Новость, очевидно, плохая, да и сама цитата показывает, что Мединский даже не пытался разобраться в истории графических романов. Но кое-что вас должно порадовать. Реакции соцсетей. На этот раз общество решило обойтись без мемов и обычных шуточек. Вместо этого в интернете за считанные часы завирусился флешмоб хэштег «Я дебил». Суть проста. Люди показывали свои любимые полки с комиксами и рассказывали, за что их любят и почему считают неотъемлемой частью массовой культуры. Счет сообщений Это пошел... ты вообще, ты прикинь, что... Это ты представляешь, какую вообще он сферу целую обидел? Это же есть авторы этих комиксов. По комиксам, по некоторым делают потом мультсериалы, эти фильмы. Господи, что? Тысячи. Серьезно, такое ощущение, что почти каждый человек хотя бы с одним комиксом вступился и защитил свои интересы. Кстати, голосуйте в вопросе, считаете ли вы комиксы детским увлечением? Ну а мы пока продолжим. Что там, кстати, по Марвел? Во, да, вот люди правильно в чате пишут. Ребят, кстати, напишите, если кто-то читал какие-то комиксы, какие вы читали. Там в детстве, русские, не русские, неважно какие. И очень интересно собирать реакции общественности на эту тему. Отдельного внимания заслуживает спецпроект телеканала «Дважды два». Для того, чтобы противостоять Мединскому, на сайте появились комментарии самых опытных сценаристов, дизайнеров, издателей и иллюстраторов. Все они объяснили, почему Минкульт не прав. Но что я сказала выше? Интернет обошелся без мемов и шуток? Нет, они тоже были. Вот самый изящный вариант. Люди просто взяли и нарисовали комиксы про Мединского. Их реально было много. И еще одна версия от Миши Кшиштовского. Она пока в разработке. Кажется, это первый случай в истории, когда акция «Я дебил» мы можем только восхищаться, как и нашей следующей новостью. Правда, там не обошлось без фейспалмов. На ютубе началась вторая волна любви к Юрию Дудю, связанная с выходом его трехчасового фильма про трагедию в Беслане. Больше 10 миллионов просмотров, 650 тысяч лайков и безграничная поддержка соцсетей. Один из лучших результатов в карьере журналиста. И это меньше, чем за неделю. Такой результат вполне закономерен. В течение 3 часов Дудь и его команда досконально разобрали историю одной из важнейших национальных трагедий и напомнили всему поколению о том, что произошло в Беслане в 2004 году. Историю рассказывали сами очевидцы, бывшие ученики школы, их родители, политики и военные. Кроме того, в фильме Юра сообщил, что многие пострадавшие до сих пор нуждаются в реабилитации и собирают на нее деньги всем миром. В описании видео блогер оставил ссылки для пожертвований, но вышло так, что пока фильм был на монтаже, им уже перевели необходимые суммы. Показательной стала история одной из героинь, Марины Дучко, 40-летней женщины, которая с момента теракта находится в инвалидной коляске. Одним из способов ее заработка была продажа фиалок через Инстаграм. Во время интервью редакторы Дудя вставили ссылки на магазин Марины и прорекламировали прям в этом сказали, прям в прямом эфире. Только за первые 2 дня все фиалки были распроданы, а количество подписчиков в Инстаграм-аккаунте выросло в 100 раз, с 400 человек до 40 тысяч. На момент записи нашего ролика их уже больше 70. Молодцы. Кстати, помочь Марине не получится, она сейчас завалена заказами и принимает их сейчас только на лето 2020 года. Браво, очередь ребят. желающих все еще огромна. Браво. Пока все звучит слишком хорошо, особенно Это для достойно. российского ютуба. Ну и на этот раз Не Юрию всё так не плохо в удалось нашей избежать стране. хейта. Кое-где в соцсетях мелькают негативные отзывы. Основные темы претензий к материалу – однобокость, предвзятость и манипулирование фактами. Правда, в реальности этих аккаунтов у нас есть серьезные сомнения. Подождите, мы еще можем дождаться обзора от настоящих Вообще не критиков. удивлен. Сколько, напомните, в прошлый раз Дмитрий Пучков распинал Юрия Дудя? 2 часа?
Может, на этот раз он и увеличит свой рекорд. Но как вы думаете, кому мог не понравиться спецпроект в первую очередь? Самый быстрый ответ, пришедший в голову, будет правильным. Дудь радостно говорит о том, что во всем виновато государство. Но надо быть дегенерат. В этой башке, кроме химических элементов Procter & Gamble, ничего другого не обнаружил. А что спортивный журналист был бездарный, теперь полез в другую область. Просто гад. 3 часа и ни малейшего понимания о том, что, почему и как и реально произошло. Да, одним из первых свое мнение высказал пропагандист Владимир Соловьев. Сделал он это во время своего легендарного подкаста. Героями там, между прочим, становятся только самые избранные, как, например, из раннего. Данила Поперечный, Данила, стендап-комик, 24 года, Санкт-Петербург. В случае с Дудем Соловьев пошел по проверенному сценарию оскорблений типа «пирожка с ничем». Он сходу начал придумывать оригинальные оскорбления, которые тут же стали мемными. Вы посмотрите на эту лощеную нечисть. Вообще-то люди уже готовы встать в очередь. Я прошу прощения, конечно. Это дело не мое. Но я бы хотел что спросить. Я все там понимаю, политика, там надо бабосики отрабатывать, там каждый зарабатывает кто как может, я в чужой карман не лезу. Но что там у нас по законам РФ? Ну, вообще в общих чертах. Ребят, вот мне интересно, вы напишите в комментариях, помимо комиксов, вы напишите, пожалуйста, есть же юристы какие-то толковые, грамотные. А сколько вообще статей нарушено? То, что на целом радио во время, я так понимаю, прямого эфира человек поливает грязью других и переходит на личности. Я, конечно, прошу прощения, там вообще как в общих чертах нормально все? У нас законов нет, то есть не оштрафуют канал, его, да, то есть ему ничего никто не скажет. Сейчас серьезно? Там люди все без какой-то ответственности, что ли? Мне просто, правда, очень интересно почитать. Я по юрчасти, к сожалению, не так хорошо подкован, но Замерчен почитаю. священной нечистью. Я даже Берем лайк. заметку. Дудь ситуацию не прокомментировал и вряд ли будет, поэтому давайте мы последуем его представляю, я примеру, бы кого-нибудь а также оскорбил в примеру прямом Дани эфире. Поперечного и не дадим Соловьеву новый Тем более повод так. для обсуждений. Знаете, слишком много чести этому пидасу. Соловьев говорит обо мне. Вообще хуй на него клал. Ну а теперь закончим с противостояниями и Поперечному. перейдем к союзам. Это грубое слово просто было. Я напомню то, что это здесь даже я не осуждаю, это обычное грубое слово, и к геям не имеет никакого отношения. Настя я уверен. Ивлеева вышла замуж за Элджея. Знаю, попахивает желтушными заголовками, но не спешите кричать кликбейт. За Элджея? Слухи о свадьбе появились еще в марте, когда на пальце блогерши засветилось обручальное кольцо, так что фанаты давно ждали часа X. И есть несколько причин, почему стоит верить в то, что он уже настал. Первое – формальное подтверждение от самой Насти. Собственно, с этого поста в Инстаграм и началась вся шумиха. 5 сентября Ивлеева опубликовала фото Элджея из отпуска в Италии. Я прошу, я как этот, как чернокожие женщины, афроамериканки, так вот сделаю. Я попрошу сейчас тут секундочку внимания. Мне одному не хуй на то, кто с кем спит, кто с кем развелся, кто с кем женился, кто кому изменил, кто куда пошел, кто куда поехал, кто где какой скандал, интрига. Мне вообще глубоко похер на личную жизнь других людей. Личную, я имею в виду, это где там пары, вот это вот семьи, там всякие интриги. Мне вообще плевать максимально. Господи Иисусе, реально кто-то это смотрит? У меня весь чат сейчас взорвется, вот. Вы там лайк поставьте, если со мной солидарны. Мне правда, вот, ну ты жить такой-то. Этот сделал ей предложение. Да дальше ты чё? У меня сосед 8 лет дрались, 6 детей, он ей только предложение сделал. Там 8-й на подходе уже. С подписью «Муж». Журналисты тут же сложили 2 и 2, предположив, что пара как раз находится в медовом месяце. Вторую причину самые внимательные разглядели в сторис блогерши. Там Ивлеева показала свой рабочий стол, на котором была загадочная папка «Свадьба». И все это можно было бы смело списать на простую провокацию от Насти, которая хотела взбудоражить общественность, если бы не одно «но». В госреестре фамилия блогерши изменена на Узенюк. Для всех, кто не в курсе, настоящее имя Элджея – Алексей Узенюк. Да, дотошные СМИ
уже заглянули в данные ИП Насти, и оснований не верить официальным источникам нет. Поиграем немного в Шерлока и добавим, что в сети до сих пор можно найти данные, актуальные на 31 августа 2000. Слышите вы? В Шерлока здесь играю я, меня уже... Я чуть голос не сорвал. Слышите? Вы давайте мой хлеб не отнимайте. Это... Моя это контора. Это как все равно, что к Хованскому в этот лезть. В сердца за любовь. Это опасный бизнес, ребята. 2019 года. Тогда блогерша все еще была Ивлеевой, так что, судя по всему, свадьба была в августе. Ждем официального подтверждения и фоточек с церемонии. Ну а в конце выпуска по традиции пройдемся по вашим комментариям. Нет, не по тем, о которых вы подумали, они на совести Влада. Я тоже из будущего. Тихо, 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 тихо. А у него нет совести. Так, тихо, тихо. Была Ивлеевой, так что, судя по всему, свадьба была в августе. Ждем официального подтверждения и фоточек с церемонии. Ну а в конце выпуска по традиции пройдемся по вашим комментариям. Нет, не по тем, о которых вы подумали, они на совести Влада. Там я последний раз смотрел, 8000 комментариев вы ему оставили. Владику. За то, что он дядь Лешу обидел и тапочки его обрезал. Тоже из будущего. У ютубера тоже будет 100 миллионов. Нам бы пока до 2 миллионов добить. Кстати, можете нам в этом помочь. Но спасибо за веру. Ну а это... Я второй раз говорю. Я подписан на этот канал. И если даже Владик сейчас не извинится и тапочки не вернет, я даже, понимаешь, я даже не буду слушать вообще ничего от него. Мне важно просто. Вот не дай бог, во-первых, сейчас вот на вот этом вот отрезке он не Хадость появился. Ля-ля-ля, спойлеры подъехали. Я сейчас, если ты тапки Хадость не вернул этот видеоролик, я не знаю, это будет просто такой межгалактический, тотальный, как просто бунт. Ты их даже себе не представляешь. Я сейчас армию космозяблов подниму. Они там вообще просто тут говной все испачкают и улетят. Так. Совсем милота. Прислали в предложку Милота. паблика отзыв о приложении YouTube. Пожалуйста, ничего не обновляйте, а то канал ютубер вместо 1,9 миллиона подписчиков будет видеть 1 миллион. Спасибо всем, кто за нас болеет. Надеемся в скором времени отметить юбилей канала. А пока просим вас не забывать об активности под видео. Лайки и комментарии для нас на вес золота. Ну а с вами была Таня и проект ютубер. Увидимся Танечка, в следующем молодец. выпуске. Всем Стоп, это монтажер Влад, и мне есть что сказать. Давай, вещай, Хадость. Ух, сука, как я этого ждал. Так, давай, родной, вещай. Ля, усики сбрил. Зря. Был красивый с усиками. Давай. Вот это найс момент. Тихо, тихо. Стоп, это монтажер Влад, и мне есть что сказать. Сидь листает. Из-за Владика канал рипнется. Там прям это... Я отвечаю, я сидел комментарии читал с админами, у меня чуть истерики не было. И я не помню, или подожди, или мы просто в диске с вами сидели, я там вообще просто помирал, короче. Волк, конечно, и не тигр, но комментарии читает. Леша, ты все перепутал. Теперь по порядку. Что именно? Первое. Ты говорил, что я смотрю... Где мои украденные тобой тапки? Хадость! Какие по порядку тапки? Где? Я тебя попросил вот сюда вот вернуть отрезанные мной по колено ноженьки мои яхонтовые с тапочками. Где они? хентай, но на самом деле это не так. Я смотрел Hyundai. Hyundai, машина, не путай. Второе. То есть он сейчас еще и на анимешников быканул. Ну все ясно, я не путаю. Ну как бы, он только что как бы сказал, то, что все анимешники лохи. Ой, извините. Ты обзывался чертом, но это не так. Господи, святый, а! Света Яковлева! Весь канал несет развлекательный контент. Я никогда никого не хочу ни обидеть, ни оскорбить. Если я что-то говорю в шутку, брат, это просто для того, чтобы ты улыбнулся лишний раз. Я не знаю, ты можешь, как что хочешь мне сказать, там, в пределах разумного, конечно. Вот, если это с улыбкой говорится, все же понимаешь, черт, вот это вот выражение, там, черт. Это не какой-то обидный, брат, ну, если сейчас давай там за понятия, за слова подтягивать. Я вам вообще-то актив на канале хотел поднять, чтобы у вас поскорее 2 миллиона было, а ты мне взял, Хадость, ноги обрезал.
так, я ношу крестик, и он не жжет на груди. Из этого можно сделать вывод, что ты так себе демонолог. Третье. Лёш, не усики, а... И, наверное, Лайк не зря поставил. Базарит, шарит. Нормально. самое главное, вы Шарик. перепутали дизлайки и лайки. Они там Нет! рядом стоят. Лёш, у тебя есть отличная возможность легко собрать лайков и заодно забрать свои тапки. Лёша! Лёша, последнюю возможность тебе даю. Смотри, приезжаешь к нам на студию, записываешь. Брат, сейчас вот такое движение. Смотри, я тебе сейчас покажу красиво. Я сейчас причешусь вот так вот, чтобы вот прям эффектно было. Вот так вот, смотри, вот. Сейчас волосик поправлю. Красота. Смотри, брат, движение. Вот так вот берешь руку. Вот так вот. И вот так вот. И вот так вот сидишь, и вот так вот можно даже смотреть. У меня смайлик есть даже такой на канале. Вот так вот, на Твиче вот так вот сижу всегда и смотрю вот так вот. Вот так вот. Господи, Иисусе, ты дальше, да, продолжаешь, значится, да? Записываешь, допустим, один новостной блок. Невозможность тебе даю. Смотри, приезжаешь к нам на студию, Так. записываешь, допустим, один новостной блок, забираешь тапочки и разъезжаемся друзьями. Заметь, Влад, это не я сейчас вот это предложил. Как говорится, и волки Предложил. сыты, и хардплей, довольный, в тапочках домой уехал. Значит так. Пойди сюда. Я тебе сейчас что скажу. Значится так. Влад. Дис я тебе в этот раз ставить не буду. Ты вроде как затупил, конечно, но вроде как и не особо быканул. А то жалко уже канал, все-таки вы классный, я вам лайки ставлю, а вы что-то... Тапки ты мне вернешь! Я на переговоры с тем, кто у меня тапки ворует, не иду, понял? Тапки, гадость. В следующем ролике я тебе последний шанс даю, понимаешь? Последний, заключительный, не нервируй дядя Лешу. Я человек, у меня глаз дергается. Ты давай мне вот без вот этого. А вот за приглашение в студию к вам и записать один новостной блок... А я не против. Я, так сказать, за всеми руками. Ха-ха. О, птичка там. Что это такое у меня там летает на заднем плане, видал? Значится так. Я к тебе приеду. Мне очень понравилось то, что вы люди гостеприимные. Я сам гостеприимный. Так что давайте в этот раз поставим им лайки. Но при условии, что вот сейчас мы вам ставим лайки. В следующем ролике, чтоб ты вернул тапки. И обязательно скажи: дядь Лёш, я так больше не буду. Потому что ты меня обидел, понимаешь? Ты меня оскорбил этим. Там сейчас все люди увидят, какие там тапки, там все с ума сойдут. Ни у кого таких нет, только у меня и у Майкла Джексона. Да. Так что тапочки, пожалуйста, верни на место, нам суды на место. И давай в ближайшее время я обязательно выберу, спешусь с вашей администрацией, у меня все контакты есть, и один новостной блок зачитаю. Может быть и, как говорится, там место освободилось, там они мужчину красивого искали, я приведу себя в порядок, буду весь красивый, постриженный, к вам приеду. Ой, знаешь, какой красивый, я вот так вот зайду, волосы назад, но ты меня знаешь. Так что, все. Мы с тобой договорились. Люди сейчас поставят лайк, так скажем, заочно. Самое главное, не затупи. Поставишь, не вернешь тапки, гадость, тебе на 2 ролика Дизы поставят. Так что все, давай. Все сейчас разгружаем лайки. Все, давайте. 50 тысяч лайков ставим, и мы едем туда к ним, в студию. Все, забились. Можете у меня на канале Ютуба, можете не забывайте к ним тоже зайти, лайк поставить. Все. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.